Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня агрогороскоп яровизации картофеля в апреле месяце 2023 года. Чаще всего за месяц проводится вот этот процесс яровизации, озеленения картофеля перед посадкой, поэтому если вы хотите в мае высаживать, то вам должен быть интересен этот агрогороскоп. Или же вы будете высаживать в середине месяца, и у вас уже картофель будет готов, то, пожалуйста, решайте, выбирайте сами. Но в данном случае у нас есть возможность, вот мы подготовили агрогороскоп, чтобы узнать, когда можно выкладывать на яровизацию. Кстати, если вы картофель уже имеет какие-то вот эти глазки уже начинают проклевываться, и есть уже маленькие такие побежки, то можно даже в начале апреля выставить, и уже в середине месяца, когда будут хорошие дни для посадки, можно использовать даже вот этот период для посадки в апреле месяце. Но у нас очень много тех, кто сейчас только готовится, собирает информацию и будут в мае месяце высаживать. Ну а для июня у нас позже будет. Сегодня рассматриваем вот этот агрогороскоп яровизации картофеля в апреле 2023 года. И начинается этот период 1 апреля все 24 часа. Во льве выносим, и очень хороший период. Мы убрали все периоды, которые у нас несут негативную информацию, оставляем только позитивную информацию, то, что мы уже проверили. 2 апреля с 0 часов и только до 9 утра нужно вот эту работу сделать. Далее, следующий период, там у нас перерыв, связан с сожженным путем полнолуния. Это очень нехорошее время. Мы следующий период начинаем уже 8 апреля. Начинается убывающая луна в знаке Скорпион с 8 часов утра до конца суток, 9 апреля с 0 часов и до 11 часов 30 минут. Очень хороший период у нас для того, чтобы выносить картофель, готовить к посадке, будет в Стрельце убывающая луна. 9 апреля с 16 часов до конца суток, 10 апреля все 24 часа, 11 апреля с 0 часов и до 13 часов дня. Дальше хороший период – это те, кто будут высаживать для хранения, и в то же время, если вы будете высаживать уже в мае месяце, то вот этот период очень хороший для того, чтобы вынести картофель и его подготовить к посадке. Будет 11 апреля с 21 часа до конца суток и все 24 часа 12 апреля. Идем дальше. А дальше 14 апреля начинается еще один хороший период для того, чтобы установить картофель на озеленение. Это будут все 24 часа, водолей, убывающая луна, 15 апреля с 0 часов до 17:30. Еще один хороший период. Середина месяца, видите, как раз очень хорошо. Рыба, убывающая луна. 16 апреля с 6 часов утра до конца суток, 17 апреля с 0 часов и до 19 часов 30 минут. Далее будет перерыв, и он связан с серьезными вопросами Гекаты. Ну и мы сейчас будем рассматривать период, когда уже можно выносить картофель. Это для майских посадок. В Близнецах растущая луна 22 апреля с 14 часов начинается до конца суток, 23 апреля все 24 часа и 24 апреля с начала суток и до 14 часов. До конца месяца у нас еще есть два таких хороших периода. В знаке Рак растущая луна 25 апреля все 24 часа, 26 апреля тоже все 24 часа. И в завершении месяц будет иметь еще один период, когда можно выносить картофель. Это 28 апреля после 12 часов дня и до конца суток, и 29 апреля с 0 часов до 12 часов 30 минут. Мы с вами уже работаем несколько лет. Те, кто нас знает, знают, что мы в один период достаем картофель, и мы определили сейчас эти периоды. Для посадки нужны другие периоды. И у нас уже есть на нашем канале в плейлисте агрогороскопы на апрель месяц есть лучшее время для посадки картофеля в апреле месяце.
Видео уже завершается. Мы ответили на ваши вопросы по поводу яровизации картофеля. Видео подготовили Раиса Греченко и Александр Волик. Всего вам самого доброго, благодатной погоды, хорошего здоровья и до новых встреч на нашем канале. Пока-пока! Вітаємо вас на каналі Раїса Греченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі агрогороскоп яровизації картоплі в квітні 2023 року, час київський. До речі, що таке яровизація? Це озеленення картоплі і підготовка картоплі до посадки. 1 квітня якраз саме хороший період починається прямо з початку місяця і всі 24 години, коли зростаючий місяць буде в знаці Лев. 2 квітня з 0 годин та тільки до 9 години ранку. Будьте уважні, тільки до 9 години. Наступний період – це спадаючий місяць в знаці Скорпіон. 8 квітня він починається з 8 години ранку до кінця доби та 9 квітня з 0 годин та до 11 години 30 хвилин. Щоб ваш час був використаний оптимально, я не розказую, не розписую, коли у нас які проходять події, зв'язані з космічними негативними енергіями. Ми вибираємо тільки позитивні. Далі дуже гарний період, стрілець, спадаючий місяць буде. 9 квітня починається після 16 години дня і до кінця доби, 10 квітня всі 24 години, 11 квітня з початку доби та тільки до 13 години дня. Наступний період гарний як і для того, щоб винести на озеленення картоплі, і для посадки. До речі, в нас є уже агрогороскоп для посадки картоплі в квітні місяці. Будь ласка, завітайте на наш канал, плейлист. Там він так і називається «Агрогороскопи на квітень 2023». Отож, повертаємося до Козирогу. Спадаючий місяць можна виносити картоплю 11 квітня з 21 години вечора до кінця доби, 12 квітня всі 24 години. Йдемо далі, а далі у нас буде Водолій, спадаючий місяць. Виносимо картопельку 14 квітня всі 24 години, 15 квітня з 0 годин до 17 години 30 хвилин. Також можна при спадаючому місяці в знаці риби теж виносити на озеленення картоплю 16 квітня. Вибачаюсь, перепрошую, тут у мене на російській мові. 16 квітня 6 години ранку до кінця доби, 17 квітня з 0 годин до 19 години 30 хвилин. Близнюки, теж гарний період. Бачите, в нас перерва, і перерва зв'язана знову ж таки з негативними енергіями. Йдемо до позитивних. А позитивні у нас починаються 22 квітня з 14 години дня до кінця доби, 23 квітня всі 24 години, 23 і 24 з початку доби та тільки до 14 години. Будь ласка, будьте уважні. Рак, зростаючий місяць у нас 25 квітня, гарний період, всі 24 години, та 26 квітня всі 24 години. І в завершаючий період місяця квітень дуже гарний час. Це у нас буде Лев, зростаючий місяць, 28 квітня з 12 години до кінця доби та 29 квітня з 0 годин та до 12 години 30 хвилин. Перепрошую, інколи в мене і російські слова тут попадають, але ви мене розумієте і ви знаєте, що це все у нас місяць квітень. Час нашого відео добігає кінця. Його підготували Раїса Греченко та Олександр Волік. Бажаємо вам всього найкращого. До нових зустрічей на нашому каналі. Бувайте здорові! На все добре!